Советские солдаты недолюбливали своих же собственных снайперов. Такое отношение к собственным снайперам имело место. Это не выдумка, многие ветераны об этом вспоминали. Можно предположить, что снайперы не от мира сего, но это слабо. Да, люди с винтовкой, оснащенные оптическим прицелом, это чаще индивидуалисты. Работа такая, нужно уходить от всех, выбирать позицию, долго на ней жить и так далее. Но снайперы в СССР часто работали группами или в паре с пулеметчиком. До сих пор солдаты в вооруженных силах Российской Федерации тренируются поражать такую мишень – снайпер и пулеметчик. Это тоже слабенький аргумент. Лучше рассказывать про то, что Советский Союз со времен своего основания воевал и был готов к войне. Была же идея устроить мировую революцию и создать Земшарную коммунистическую республику. Для этого требовались солдаты, люди, которые умеют обращаться с оружием. И всех этому искусству начали учить. Появились ворошиловские стрелки, которые гордо носили соответствующие значки. Причем стреляли метко не только мужчины, но и женщины, да и подростки тоже. Поэтому те снайперы, которые появились у СССР в 1941 году, это все выходцы из народа, друзья, соседи и так далее. Их не готовили в каких-то секретных школах, не собирали из деталей на заводах, поэтому признаку отторжения не должно было быть, и не было. Что же тогда настораживало советских бойцов в снайперах? Причина первая – бои. Может быть, это можно назвать завистью. Смотрите, рядовой пехотный Ванька шел в атаку прямо на противника. Он вступал в рукопашную, орудовал штыком и кулаками. Он каждую секунду рисковал умереть. Как действовали снайперы? Скрытно, с дальнего расстояния. Выбирали цели, которые не могли защититься от винтовочной пули. Если хоть как-то можно провести аналогию с нынешним временем, то одни сидят в офисах, пьют кофе и получают большую зарплату, другие работают в жару и мороз и получают меньше. Естественно, возникает напряженность. Впрочем, ни в коем случае нельзя говорить, что снайперы плохо делали свою работу. Обычно сильно они помогали в Сталинграде в условиях уличных боев. Знаменитый советский снайпер Василий Зайцев писал в своих мемуарах, что группа снайперов останавливала в городе целый немецкий батальон, а это несколько рот, то есть 250-1000 человек. Сдерживали и заставляли отступать. Вот так-то. Была и вторая причина. Она имеет совсем другую природу. Перемирие. Война – это не когда все без остановки стреляют. Если бы так было, то войны, как в компьютерных или мобильных играх, очень быстро заканчивались бы. Бывают периоды отдыха и даже временных перемирий. Их заключали не на официальном уровне. Солдаты противодействующих сторон сами иногда договаривались, что трогать друг друга не будут. И вот представьте, все тихо-мирно, солдаты отдыхают, и тут один выстрел, и начинается война. Прибыл снайпер из других мест, из другого подразделения. У него задача – уничтожать живую силу противника, и он это делает. Причем, признаться честно, снайперы часто стреляли по тем, по кому моральные законы не разрешали вести огонь. Раненые, безоружные и так далее. Что после этого происходило? Немцы, мягко говоря, обижались. И было на что. И не церемонились больше с противником. Перемирие заканчивалось. Гитлеровцы обычно использовали шестиствольные минометы. Немцы их называли Небельверфер, а советские солдаты прозвали эти орудия ишаками. О том, что снайперам иногда запрещали стрелять, пишет в своих воспоминаниях Рэм Альтшуллер. Он ссылается на какого-то своего товарища, который был снайпером и получил 2 ордена славы. Когда Альтшуллер спросил своего приятеля за что, товарищ ответил за то, что не стрелял. То есть это был тот самый случай. Снайперу, прибывшему в распоряжение, объяснили, что на участке тихо и спокойно, не нужно лишней стрельбы, чтобы не получить ответку. При этом на винтовке у снайпера появлялись новые и новые зарубки, и ему никто и слова не говорил. Таким образом, снайперов недолюбливали по 2 причинам. Во-первых, потому что они не сталкивались лицом к лицу с врагом. Во-вторых, иногда портили обстановку. Но справедливости ради нужно отметить, что снайперы часто спасали жизни пехотинцев. Они выполняли очень важную работу, без шума и пыли. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.